Ну, как говорится, поехали. Здравствуйте всем, дорогие мои зрители и гости канала YouTube Hard Games. Ну что ж, вы попали на игровой канал, а это значит, что здесь сейчас вы увидите продолжение. Продолжение игры под названием The Long Dark. Вторая серия. Первая была очень страшная, очень сложная. Играем на максимальном, напомню, уровне сложности. А это значит то, что нужно спинки кресел откинуть назад, взять в руки вот такую кружечку хорошую, да, и расположиться поудобнее, потому что ближайший где-то час мы проведем с вами в попытках выжить. Пришли мы к бабушке и какое-то поселение. Откуда пришли, зачем пришли, как выживали, говорить не буду, дабы не спойлерить первую серию. Обязательно посмотрите плейлист внизу в описании. Хорошего вам настроения. Вот, у меня очень самого, кстати, хорошее настроение. Вот так вот. Хорошо. Так, все, поехали. Ой, как берем чаек, хорошо заходит. Так, возобновить. Так, все, мы с вами у бабушки. Я, говорит, от бабушки ушел и от дедушки ушел. Вы мне лучше скажите, как что-нибудь здесь приготовить. А приготовить нечего. Потому что есть у нас тоже ничего. Так, ну добавлять топливо сюда не надо. Мне вопрос, как шкуры просушить, никто не знает. Никто не знает, как сушатся шкуры, понимаете? Все вроде бы как бы умные, но никто не знает. Но я думаю, что все-таки вот они, кишки вот эти вот. Вот я так думаю, их нужно вот здесь просто бросить. Потому что на них написано... Во, хорош! Все, ребят. Короче, ну бабулька все равно ничего не видит. Короче, если положить их перед этой всей каруселью, вот они прям просушены и показано сколько. Значит, шкуры надо положить также. Где-то у нас тут были они. Дай бог мне памяти бы вспомнить бы где. Как шкуры выглядят? Как шкуры они выглядят? Вот так вот. Раз, два, три, 4. И 3 дня они будут у нас сохнуть. Все сушится, ребят. Свежая шкура кролика и кишки свежие. Так, я думаю, надо все-таки поспать. Поспать это где-то... Слушайте, надо электричество подрубать, потому что с бабкой это... Без пол-литра не разберешься. Так, вода у меня есть вообще, нет? Вода есть. Это есть. Антисептик есть. Вообще все есть. Надо поспать лечь. Но еды нет. Как мне вот на ощупь? Как мне тут кровать найти? О! Видал? Так, я так думаю, вот так вот. Давайте хотя бы 4 часа щеманем. Надо рассвета дождаться, ночью эти выбегут. Волки всякие, медведи. Вы мне говорили, нельзя бегать ночью. Что-то как-то не особо мы с тобой поспали. Ночь, видишь? Давай еще 4 часа щеманем. Главное не помереть от голода. Надо кролей идти искать. Надо что-то готовить. А еще лучше надо как-то... У медведей... Да что ж такое? Сколько ж тебе спать-то надо? Во-во, почти. Давай. Ну, день. О! Гутен Морген. Значит так, все, поехали. Очень быстро все ищем, смотрим. Во-первых, дом надо осмотреть. Опа. Все о ремонте одежды. Да ладно. И что это мы типа... Что? Научитесь чинить одежду и ухаживать за ней. Ищите, изучайте раскиданные по всему миру тексты с полезными сведениями. Подожди, но это мне нужна нитка. Это мне нужна и нитка. Это мне много чего надо. Правильно?
Набор для шитья. Это специально для особо одаренных. Лежит прям перед носом. Дурак на стримере. Опа. Так. Слушайте, у нас теперь 30 килограмм веса. Для особо одаренных, говорит, набор для шитья, сынок, говорит, возьми. Слушай, не вчусь себе у бабушки здесь. Знаете, я смотрел этого, Царство Небесное, как его, Эдвард этот, Гриллс, или как он его, который скат этот, накернул его. Знаете, как говорится, да, нормально, ничего страшного. Питьевая вон, с туалета можно нормально черпануть. Ля. Хай. Картонная коробка. Поехали. Все у бабки, все подряд, все разламываем, все собираем. Кстати, знаешь что? Собирать-то, конечно, у бабки это хорошо. Страшилка какая-то. Сейчас, давай, ладно, уж все тогда. Ломаем все. Надо идти пайку. Пайку, мои хорошие, надо идти искать, потому что пайка это очень важно. Что-то мне здесь только что выделилось. Мне показалось. Ля. Так, а ну-ка пойдем. Давайте искать. Ребят, надо... Сундук со сказками. Эти. Ключ от сундука. Где же мне найти-то его? Ключ от сундука. Где деньги лежат? Бабка! Ну-ка, давай-ка мне это... Того самого. Так. Погнали, рыскаем. Картонная коробка. Поехали. Так, надо, ребят, что-то с едой делать. Все очень печально. Очень все печально. Что с едой делать? Пойдем, чё? Бабуля. В смысле? Can't have too much water. Я вот сейчас вообще не понял. Банка сардин была закрытая. Сардины это... Пожалуйста. Надо долбануть. Поели, блин, сардинок. Все, да? Все, стоп, понос. В смысле? Я ж выпил. Два пузырька. Да ладно. Why didn't that work? Как так-то? Вообще ничего нет. Вообще голяк просто. Печь, котелок есть. Так, подожди, пока что. Котелок. Картонные коробки. Что делать-то? Что делать-то? Как мне стол? Кажется, бабушка не очень обрадуется, если мы стол на дрова расхерачим. Бабка, охраняй давай шкуры. Ну что, пойдемте, попробуем. Слушайте, а как же мне это отравление-то вылечить? Мне вот прям показано, вот, лечение.
Типа вот такими таблеточками. А как же мне это... Бабуля с ружьем шкуру охраняет. Может прокнуть типа может, но это точно то. Нарисованы-то эти таблетки. Как раз от инфекции они написано. Может поспать надо. Чего непонятно. 10 часов ждать. Как же мне 10 часов ждать, когда там... Пойдем, ладно, нормально. Ничего страшного, поехали. Так, надо, главное, выйти. Сразу надо начать шоркаться. Значит так. Ориентир всегда по левой руке. Запоминайте. Сразу выходим налево и поехали все везде лутать. Куда звук в ночи? Так, сразу что есть? Вот, ух ты посмотри, сколько здесь домов. Нет, стой. Стой. Направо, направо. Их меньше. Нет, налево. Нет, давай налево. Ну его нафиг. Я всегда по левой руке ориентируюсь. Так, погнали. Что это за звук? Мне такой не надо. Так, опа. Заходим. Так, добрый вечер. Значит так, очень внимательно шоркаем все дома. Thank goodness. Пьем, 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 пьем. Наша задача поднять хавчик. Канистра с горючим. Канистра в первом же доме. На хардкоре. Высушенная кожа. Металлическую полку можно разрезать на металл ножовкой. Пишут. Допустим. Стопка бумаги для розжига, ящик. От зараза, 30 минут, а? Надо, а вдруг в ящике есть что-нибудь? Так. Опа. Спички. Ведерко, не могу ничего сделать. Металлическая полка. Опа. Металлолом. Вот, это то, про что вы мне писали в комментариях. Леха, металлолом бери с собой. Хватит зевать, только это... Так, поехали. Слушайте, дом прям заряженный по самой не балуйся. Значит так, бабкин дом. Выходим и поехали. Поехали следующий. Тук-тук. Открываешь, а там медведь спит. Шатун. Бля, здесь хоккеисты, походу, дела были. Здрасте. Газеты. Книги. Картонные коробки, времени тратим. Стол. Да нет, наверное. This'll come in handy. А что это за фраер? А что это за агент? Простые кожаные туфли, кажется, в центре города, но здесь загонят вас в могилу. Ну и зачем они мне нужны? Это если я в таких туфельках сейчас пойду, то все. Так, погнали сначала. Нет, давай сразу на второй. Какие-то криповые здесь, если честно, комнатки. Опа. I think I can use this. Вот. Вот. Это уже ближе к теме. Так. Желудочек мы поправляем. Как они носочки-то эти назывались? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушайте. А они, по-моему, пободрее, ребят. Можно, кстати, и куртку мою подшить, почему бы и нет. Но это в доме мы уже сделаем. Набор-то для шитья есть. Книгу с собой. Хай. Стол. Нет, столы пока ломать не будем. Это все будет план Б наш. Надо на кухню, понимаешь? Надо на кухню зайти. Всегда на кухне могли что-то оставить.
Слушайте, нужна ножовка, и здесь очень много разных металлических ведер. Стулья, еще какая-то шляпа. Главное не терять время, потому что мы замерзнем, а пайки нет. Вот, видишь? Опа. Персики. Ну и что, давай съедим. Я не думаю, что мы персиками каким-то образом отравимся. Слушайте, кстати, 450 калорий, извини меня. Шутя там. Да, кстати, персики очень хорошо зашли. Открыть микроволновку. Здрасте. Слушайте. Hope nobody needs this anymore. Таблетки для очистки воды. Здесь очень бодрые эти. Тостер. Блин, нужна ножовка. А как же мне... Как же мне ножовку-то вымутить? Как же мне одежду-то выкружить? Вот смотри, плюс 0,1, плюс 0,4. Ничего себе. Вот это мне надо. Здесь смотри, плюс 0,2, плюс 0,1. Как в РПГ, понял? Не, шерстяные носки лучше, чем спортивные. Не надо мне басни тут рассказывать. Ботинки тоже они лучше. Шапка. Шапку бы, знаешь, такую зимнюю, с крала. Котелок. Да нет, наверное, не нужен. Зачем мне сейчас котелок? У бабки стоит котел. Туалет. Нет, спасибо. Хотя можно было, кстати. Слушайте, ну почему-то пишет, что это питьевая вода. А, да ладно, перегруз. В смысле? Уже перегруз? Да хорош. А что началось-то? Тю. А чем же мы так с тобой перегрузились-то? А, ну здесь, извини меня. Тут 150 этих всяких бревен, веток. Давай мы в этом доме вот так вот, короче, с тобой накидаем. Короче, запомните, во втором доме мы с вами насыпали. Вообще, по идее, я так думаю... That'll come in handy. Шапка из хлопка. Из хлопка. А ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка. Вот. Слушайте, ничего себе, шапка из хлопка. По-хорошему, можно здесь сделать склад и тусоваться, идти к бабке. У бабки надо все сложить будет. Потому что на нас очень много всего одето, очень много. Так, у меня переутомление, он уже спать хочет. Значит так, что я предлагаю сделать? Здесь надо что-то еще дропнуть. Очень много воды. Давайте вот так вот сделаем. Не канает. А, металлолом по 0,4 весит. Камень по килограмму. Кого? Во. Значит так, во втором доме куча ништяков будет лежать. Надо это запомнить. Поехали. К бабке отсыпаться. 2 дома залутали. Надо понять, сколько надо поспать, чтобы он себя хорошо чувствовал. И у бабки надо разгрузиться. Я тоже это понял. Давайте быстренько вот здесь вот еще посмотрим. Здесь чувачок замороженный. Эта бабка ему шамарнула по ходу дела. Кстати, знаешь, что можно сделать? Вот где полениться? А почему бы нам сюда
все не сложить? Нет, ну логично. Вот все, что много весит, почему взять и не передать сюда? Смотри, там книги по 1,5 килограмма, ребят, весит. Спичку вот 150 штук. Ну, на кой они нужны? Пока что временно. На 60 килограмм схрон. Вот, взять немного спичек и все. Ну и немножко розжига. Вот я считаю и все. Вот тебе и схрон хороший. А потом уже, как пойдем, нам надо налегке с вами идти, понимаете? Налегке. Вот это ау мне не нравится. Надо налегке идти. Вот металл нашли. Сюда в схрон. Канистру с топливом сюда. Что там еще? Вот батончик надо... Подожди, батончик надо захавать сейчас будет. Все туда в схрон. Все, что не надо, все тудой. Топор нужен. На всякий случай фаер пока выкидывать не буду. Черт его знает, может кого-нибудь встретим этих с такими вот глазами. Что потом с тобой делать будем? Все. Так. Бабушка. 23%. Значит так, спим. Надо понять, сколько нам нужно спать. Перед сном заточим с вами шоколадку. 300 калориев дает шоколадка, между прочим. На полную пьем. Это питьевая вода. Отравления не будет. Таблетки мы с тобой захавали. Давай попробуем. Жиза шоколадки перед сном не говори. Короче, 4 часа он... Подожди, это по сколько ж часов-то ему спать надо? Ты что, ошалел, что ли, дружочек? Это 12 часов спать надо ему? Я не пойму, там сном младенца, что ли, спит? Поехали. Водички пить. Все пить. Надо оттуда взять, срочно туда все переложить, чтобы не украли. Опять с едой проблемы. Постоянные проблемы с едой, просто 24/7. Отлично, поехали. Все, времени на что не тратим. Я думаю, что это, да, из-за отравления. Ой, какой снег красивый пошел. Правда, холодно теперь, холодает в 2 раза больше. Тихо, 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 тихо. Ты давай мне без вот этого. Значит, смотри, что мы делаем. Заходим сюда. Зашли. Вот здесь все наши поленья. Давайте к бабке в схрон отнесем, потому что враги, ребята, все возьмут и у нас упрут, понимаете? Камни брать не будем. А вот древесину-то мы с тобой возьмем. Правильно? Правильно. Не забываем, что в каждом доме есть какая-то металлическая шляпа, которую можно будет распилить. Так, побежали. Мы, кстати, с тобой очень хорошо запакованы, очень хорошо. Так, пришли. 3-1, ну чего? Так, поехали. 7 килограмм всего забили, представляешь? А там ты видел сколько? Ай, камень, ладно, бросим сюда. Слушайте, ну все, сейчас более-менее налегке, ребят. Почти 19 килограмм могу с собой взять. Вот сейчас будет вообще прям контент. Поехали, у нас с вами остался 3-й дом. Так, здесь мы с вами разобрались. Здесь разобрались. Здесь ништяков вроде как нет, есть веточки. Я думаю, знаешь что, до веточек мы доберемся, потому что надо срочно похавать. Нужно срочно похавать. Для этого нужно пойти в 3-й дом. Ага. Проверяй.
Ой, а дом какой, зараза, большой. Ты посмотри, а входа сюда нет. Заколотили? Быдло, а? Значит так, здесь нет. Переходим по ряду бабки в следующие просто дома. Прям вот идем по этому же ряду. Чего? Да ладно. Можно в транспорте укрываться даже от зверей. Кстати. Ну и, соответственно, бардачки тоже можно. За мной, если волк бежит, взял и сел в машину, и все, и сидишь. Так, с такими вот глазами. Так, ну я насчет бардачка-то, кстати, понял. А бардачки все пустые, братцы. Слушайте, а может быть и на переднем, и на заднем? Вот так вот, может быть, тоже работает. Опа. Ну а что ты здесь возьмешь? Здесь ничего нет. А вот багажники. А вдруг багажник? Вот оно. Необходим гвоздодер. Опачки. На острове Великого Медведя полно брошенных машин, в которых еще остались аккумуляторы. Но они годятся только на лом. Знаете, на лом не на лом. Да, а деду надо. Аккумулятор, он, знаете ли, всегда нам пригодится. Вот так вот. Не надо мне рассказывать. 15 килограмм весит, но, как говорится... Так, мы с тобой чуть-чуть замерзли, да. Так, аккумулятор. Стопудово его туды. Так, мы с вами подмерзаем. Предлагаю вот сюда, прям напротив, бахнуть. Все равно по тому ряду пойдем. Время, чтобы просто не терять. Так. Так, картонная коробка. Не берем. Очень много картона. Газета. Ну, 12 минут. Я не хочу время терять. Стул. Опять же, нужна ножовка. Газетки. Сюда. Чуть-чуть себе восстановим пайку. Но это все, понимаете, это все ненадолго. Это вот все буквально на чуть-чуть, ребят. No more cash. Ну, вот это бы я, кстати, разорвал. На самом-то деле. В мусорной корзине надо всегда копнуть, там всегда что-то есть. Ну или в основном бывает. Так. Голяк. По дропу голяк. Все ящики смотрим. Ключ от дома управляющего банком открывает один из домов в Милтоне. Опа! Секретики, да? О, Сережа. Опа. Так. Идет процесс. Где-то надо дом управляющего найти. Сейчас мы с тобой все найдем. Не переживай. Значит, может быть, это и был какой-то управляющий. Может, это его рабочее место. Но дом может быть абсолютно где угодно, ребят, согласитесь. Я так понимаю, вот это был управляющий, а вот здесь вот типа, знаете, как все работяги, да, работали. Так. Стул, стол. Стул. Ой, слушайте, желудочек мы на следующую ночь, ребята, забиваем нормально. Желудок мы
Подзабиваем нормально. Все, чатик вижу. Вот от этих бы вот ячеек бы, да, что-то найти еще. Ноутбуки. Газеты берем, они вообще ничего не весят. Радио не работает. Я когда-нибудь так дотыкаюсь радио, и потом можно немножко это... Так, вроде бы болты здесь, все. Ну а в туалете что здесь? А, нет. Lamp fuel. Could be useful. Топливо для фонаря. О как. Значит, будет какой-то фонарь. Повязка для остановки кровотечения. С чего бы? Вот так вот внезапно быть повязки. Слушайте, вы были правы, искать нужно очень тщательно везде. Метла нет. Металлическое ведро нет. Нет, пока не надо. Здесь мы поняли с вами. Locked. Can't get in here yet. Электричество надо подать. Смотрите, вангую. Это же все на электричестве работает. Тихо. Тихо. Слышали? Проскочила. Зараза. Сейчас найдем. Что-то в этом сейфе будет. А что может быть? Деньги? Ценные бумаги? Кому они сейчас нужны? Сейчас найдем все равно. Так, давай заново. Мари, подошли. Еще раз смотрим. Где-то на 20 был. Чик. Слышали, да? На 20-чике. Чик. Вот здесь где-то. Жилой взлом. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Чик-чирик. Вот зараза. О! Так. И что надо? Интер, что надо? А как, что делать-то? 25. 7, 28. А как это? Как интер? Что надо-то? По идее, ты в одну крутишь, потом в другую начинаешь, да? Это я как будто... Это я как будто взломщик, представляешь? Они как, они в одну сторону крутят, потом в другую крутят. Что ж-то в этом сейфе должно быть? А мы с вами пока греемся. Нам-то какая разница? Правильно? О! И в другую пошел. Пошла. 5, 6, 6, по-моему. 28, 6. Ну, где-то примерно. Вор сам. Я не вор. Я просто для общего блага стараюсь, чтобы выжить нам с тобой. ХП у нас мало, надо бы вот ХПшечку полечить. Вот это да. Чик-чирик. Оп! What have we here?
Кто-то удивлен? Вообще хоть чем-то. Мы, короче, нашли кучу денег. Но игра говорит, чувак, деньги. Вообще, сейчас они тебе ни к селу, ни к Красной Армии. I think I can use this. Чай помогает расслабиться. 5 чаш. Слушайте, я, кстати, давно хотел сварить этот чай. Объясню. Кофе. Я давно хотел сварить чай. Объясню почему. Потому что там нарисовано сердечко. А сердечко, ребят, нам как раз оно нужно. Понимаете? Эх, сейчас бы еще что-нибудь похавать, какую-нибудь баночку. Зараза, а. Я тебя запомнил. Гвоздодер, да? Гвоздодер — это, короче, дом. Примерно, короче, мы с вами запомнили. Блин, может разжечь здесь прям? А что такого-то? А что такого? Чего не хватает? Давай чуть-чуть прям погреемся. Да, здесь греться прям балдеж вообще самый. Надо чай этого бахнуть. Так, очень быстро. Оп. Транспортное средство. Бардачок. Мне вот интересно, а если я сяду наоборот вот с этой стороны, что будет? Я, знаете, такой человек, я... Эти волки разные. Не-не-не-не-не-не. Вот я как шел. Так, это, кстати, офицерский пост. Пальцы онемели. Ну ты грейся, мой хороший, грейся, не жалуйся, что-то. Целебнее. Записка с советами, как избавиться от болезней с помощью растений. О как. Ну, мы, наверное, прочитали. Ищите, собирайте лечебные травы. И внезапно нам с вами прилетают шерстяные носочки. На 2 пары шерстяных. Ох. Записка. Записка из почтового отделения Милтона. Маргарет, пора сворачивать прием почтовых отправлений из Милтона. Доставить их на континент все равно не получится, но сказать об этом людям нельзя. Они поймут, что мы уже давно ничего не отвозим на Большую Землю. Нужно придумать какую-нибудь отмазку. Советую клиентам использовать электронную почту или, если есть деньги, заказывать доставку дроном. Я постараюсь не пропустить грузовик с почтой, но, честно говоря, надеюсь, нам особо не на что. Подозреваю, что Джек снова въехал в дерево где-нибудь в полной заднице. Грузовика мы больше не увидим. Эх, надо было не давать ему грузовик, он ведь тогда выпил. Ну вот, пожалуйста, вот все вот всегда говорю, вот не надо пить за рулем. Пусть все, записку эту оставим, пусть лежит. Так, город Милтон. Город Милтон был основан в 1911 году как база для добычи угля в местных горах. И в течение 20 века его население то росло, то падало, однажды даже достигнув 1000 человек.
В 21 веке количество жителей стабилизировалось и составило около 100 человек, а после разрухи стало и того меньше. В 1960 году проселочная дорога, ведущая с побережья вглубь острова, была превращена в шоссе. Милтон находится примерно посередине между Порт-Мэри, находящейся в центре острова. Короче, здесь описание. Вот это вот для нас вот это самое интересное. После разрухи ситуация стала еще сложнее. А так как Великий Медведь практически не посещали туристы, не рабочие. Ну, то есть экономика умерла, все умерло, все, и все. Конец. Хэппи, пожилой энд. Правильно? Правильно. Что ты, без полок, что ли, сидел совсем? Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, ну мы на 2 пары носочков шерстяных. Вот сейчас бы, знаете, Excellent. курточку бы на самом-то деле найти. Вот это было бы годно. Блин, я все... Ну, это такие перчатки, знаете, это только эти используют. Ну, эти. Ну, которых мы, да. Ну, вот куда вот мне вот эти перчатки? Ну, давай попробуем, конечно, но... Ну, что это такое? Я, если честно, не очень понял прикола. Но перчаточки эти... ну вот, непродуваемость, ага. Хотя нет. От чего они... От водостойкости они не спасают. Слушайте. Эти-то пободрее перчатки. Я не знаю, как это работает. Может, конечно, эти просто в плохом состоянии. Их нужно там починить. Но эти перчатки как бы они реально пободрее. Я не понял этих приколов. Ну ладно, окей. Здесь все везде от винта. Палку газеты мы берем. Это, я ошибся, ребят, это все-таки обычное почтовое отделение. Ничего здесь такого особенного нет. А вот в мусорке можно и копнуть. Спасибо. Выходим. Идем дальше по ряду. Это очень важно, здесь не сбиться. Главное за волками посматривать, а то вот это мне вот вообще не понравилось. Здесь закрыто. Вообще не есть гуд. Тоже все везде заколочено. Домов-то на самом деле. Сгулькин этот. Да. Тот самый. Здесь вообще все он развалено. Чего нет? Какого, господа, праздника? Посылки. Я посмотрел, может, кто-нибудь батон колбасы прислал. Вот это, конечно, дело. Но нет. Батона колбасы нет. Так, очередной дом. Очень похожий на один из тех домов, в которые мы заходили. Дома вот здесь довольно однотипные. Ну, в принципе, я думаю, в таких поселках как бы оно так и будет. Кофеек. Слушайте, с кофейком надо будет все-таки заварить, посмотреть, что и как. Банк сардин. Ага. Вот что мне с этими сардинами? Made in Canada. Вот я в тот раз съел, отравился. Может, их как-то надо где-то готовить, надо к костру их поднести. Может, их надо вообще это, термообработку им, понимаешь, дать. Воняет, но лучше съесть этого, чем умереть с голоду. Мы это все сейчас притараканим в дом, где есть костер. И знаете, уже как следует это все посмотрим, потому что каждый раз лечить это отравление, это такое себе. Здесь, кстати... Угу. Так, тишина, пустота. Ну, неплохо. Но это заплесневелое мясо кролика. Бабки положим.
Опа. Ну, конечно. Опа. В ППХ кто-то выронил. Кстати. Да, полотенце я на тряпочке порву. По идее, да, если термообработку пройдет, любая даже консерва, любое даже немного испорченное, ну уж, да, говорить, если за экстремальные такие условия, то, в общем-то, микробы все они откиснут, и это уже станет не настолько прям опасным. Шоколадный батончик. Зараза, надо за кроликами идти охотиться. Я знаю, где кролики. Я помню, мы мимо, когда проходили с тобой. Виноградный день. Стол. Опа. А куда шарф вешается? А... Может, где шапка? Да, где шапка? Ну, шарф, знаете, от чего? Водостойкость у шарфа это неплохая. Толстый шерстяной шарф ручной работы, но на удивленница. На удивленница. Ну, такое. Ну, прям такое. Слушайте, надо, знаете, что все-таки сделать? Надо вещи наши подчинить. Сейчас надо к бабке идти. И обязательно в следующей серии нам с тобой подчинить вещи. Потому что не зря там и набор для шитья был, и все было. Угу. Надо брать и... Тайник. Тайник в Милтоне. Привет, подруга. Ворчун из касатки. Касатка, я так понимаю, заведение. Забыл закрыть заднюю дверь. Так что я заглянул внутрь и захватил кучу всего полезного. Думаю, в дороге все это очень пригодится. Жду, не дождусь, когда мы с тобой доберемся до большой земли и наконец-то будем вместе. Встречаемся завтра, как и договаривались. Я припрятал все, что успел стащить около упавшего дерева в болотах за церковью святого Кристофера. Болото, церковь, упавшее дерево. Помнишь, как мы как-то раз сидели? Болото, церковь. Угу. Это я, пожалуй, с собой возьму. Угу. Сережа, он помечен. Чесать до туда, я вам скажу, мама, не горюй. Кстати, открыт багажник. Толку, правда, это 0 дало, но факт остается фактом. Здесь дома вообще в Дугарину разрушены. Кстати, прошу заметить, теперь у меня... Уголь? Слушайте, уголь надо брать. Уголь — это хорошая вещь. Он будет кирогазить нормально в костре. Кстати, вот сейчас самое время для дальней вылазки. Потому что погода отличная, ребят. А что если... Я передумал. Это а что они воют? Ну вот что вот я... Что мне теперь бояться каждый раз? Надо фаер, значит, с собой брать. Надо что-то как-то их отпугивать будет. А как еще? А то и все. Извините, надо искать. Так. Бардачки все пустые. Но, как мы видим, всякие есть секретики. Это очень хорошо. Вот что он там мог припрятать? Что?
Я, конечно, братцы, не подстрекатель, но дом очень козырный. Там какой-то элитный дом. Прого... Чего? Прогоркрылый сик. Приготовленный сик. На вкус не очень, но лучше, чем ничего. Это нам такое надо. Я, знаете, что думаю? А не дом ли это с ключиком? Только вот сейчас я так подумал. О, консервный ножичек. Вот такой он, да, с душком, я бы сказал. I can always use more food. Так. Печка-буржуйка. Подушка. Зачем-то нарисовали, не понял для чего, но зачем-то нарисовали. Опа. I could use this. Так, знаете что? Мы с вами вот после вот этого мне теперь даже интересно. Ну, конечно же, кроссы 0,6-0,3. Продуваемость, ребята, очень важна. Водостойкость у них мертвая. Ну да. Такое себе эти кроссы. This stuff will come in handy. А вот с этого места я... Ох ты мой хороший. Тепло на градус больше. Продуваемость на градус. Короче, на нас теперь 2 полноценных куртки теплых. И смотри, я с какой скоростью теперь греюсь. Вот это вообще, это была лучшая находка. What have we here? Не, по носкам у меня все окей. Убитый, но свитерок. Свитерок. А ну-ка, вот этот вообще весь убитый. Ну, его бы подшить. Вот этот бы шерстяной нормально зашел. От зараза. Будем иметь в виду, я думаю, что вот этот, если свитер восстановить, все-таки шерстяной свитер, извини меня, он, ну, еще что-нибудь из одежды, да, было. This will come in handy. О, во-во-во-во-во-во. Штаны из хлопка, но это больше как подштанники, знаете, такие. Хотя... А, мы поверх еще одели, извините. Слушайте, мы сейчас с вами вообще греться будем очень быстро. Вы представляете, насколько с вами температуру сейчас нашей одежды повысили? Футболка.
Футболка, я думаю... Ну, футболка это футболка, да. Шляпа. Рубашка очень классно вписалась. Так, еще раз проверяем. Очень козырный дом. Я так все-таки думаю, что это дом именно с ключиком. Книга. I better take this food. Код от банковского хранилища. Это от здорового, что ли? Братца, это, наверное, от огромного хранилища. Thank goodness. Давайте-ка мы сейчас туда щеманем. Не-не-не, мимо полотенца вообще нельзя проходить. Так, солнце садится. Очень лютый. Ой-ой-ой, еще один заход. Этот набор для шитья. Хорош. Вот это просто хорошее. Точно я нигде ничего не забыл. Занавески сюда. А зачем? Чё, почему нет? То столько тряпок. Тряпки вообще лишними не бывают. Тряпки накрафтим. Сейчас у нас будет очень интересный крафт. Мне вот интересно, ну, зараза, придется разжигать. Понимаешь? Да и хрен с ним. Нет, да, это не будем тратить. Пойдем к бабке. Пойдем к бабке. Бабка шарит. Мне интересно, как сардины, понимаешь, готовить. Как? Какой-то есть же секрет, чтобы не травиться. А секрет может быть только один, друзья мои. Это надо приготовить эту карусель. Я бы, кстати, садился и назад в машины. Где можно сесть, я бы садился назад. Вы меня спросите, почему, Лех? А потому что сзади могут также валяться письма в этих машинах. Я только сейчас на эту тему, на самом деле, подумал. Так, вот этот дом я еще успею этот ряд долутать. Так, сразу на кухню. Очень хорошо, на самом деле, вот в морозилочке, если что-то лежит. Спасибо. Потому что в морозилке не испортится. О! Закапанное слезами письмо. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Оставаться в Милтоне я просто не могу. Здесь слишком пусто и печально. Да, мы клялись, что будем вместе в любых обстоятельствах, но это уже слишком, прости меня. Как доберусь до континента, пришлю еды. Говорят, там продуктов больше. Где еда? Где? Забыла, да? Гадость. Забыла мужу работяги прислать еды. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Стратегический запас сардин фиксируется. Спички. Нету сардин. Нету. Алаверды. Полки все сломаны. Нет, чтобы хоть что-нибудь... Куда? Что-нибудь на пол упало? Ага. Сраку. Так, уже ночь начинается. Слушайте, надо валить. Термобелье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Еще плюс 0,7 к теплу. Слушайте, это мы вообще оделись просто по самые... Это теперь за кролами даже в непогоду можно идти. Надо на охоту. Надо обязательно на охоту в следующий раз. Будет, ребята, на охоту выдвинуться за кролами, запастись мясом и бабке холодильник забить, а то бабка, она, когда голодная, она съесть нас может ночью.
в ночи. That'll come in handy. А, бейсбольная кепка. А вот вяленая говядина, я прошу заметить. Ну хватит уже, обзевался. Вот это вот страшно, вот эта приготовленная тема, знаете что, можно вточить. Во-первых, он и весил очень много, во-вторых, шоколадная плитка. Как раз нам сейчас перед сном давайте-ка закинемся как следует едой. Водичкой запьем. С туалета, кстати, самая нормальная вообще вода. Так, здесь в контейнере пусто, начинает темнеть. Очень мне это не нравится. Страшно, очень страшно, когда темнеет. А вдруг бабайка? This stuff will come in handy. Факельная ракета. Это нам с тобой пригодится. Покоцанная футболка, но тут очень спорно. Насчет вот футболки. Ну, такое, да. Честно, все равно свитер есть свитер. Вот лишний раз доказывает. Лучше все-таки свитер, чем не свитер. Ауф. Все, отваливаем. Очень неплохо залутались, очень удачный день. Поднимается ветер. Но нам как бы он... Ну, как бы ветер и ветер. Че бухтеть-то? Так, топаем, разгружаемся, разгребаемся. Спички можно использовать как источник света. Нет, ну это логично, но это прям на крайний случай. Так, а мы здесь с тобой уже были, друг мой. Так, это... Я уже обрадовался, можно, думаю. Все, здесь мы с тобой были, здесь мы с тобой были. Мы вообще с тобой везде были. Друзья мои, ну что ж. В это крыло поход у нас удался. В общем-то... Ой, сколько палок нападало нам. Прям подарок судьбы. Осталось у нас еще 2 направления. Открываем. Поехали. Здесь сюда все топливо. Вообще все топливо. Сюда. Максимальный разгруз. Так, бабки это не надо. Слушайте, но у нас здесь хабара просто вообще секс on the beach. Вообще просто все. Мы забыли с вами сходить, знаете куда? А, я вам не скажу, нет, скажу. Мы с вами забыли сходить в одно место. Место это называется, знаете как? Правильно. Хранилище банка. Так, а ну-ка мне вот этих вот пару штучек дайте-ка назад. Я вот это сейчас бахну. Не знаю, насколько это поможет. Блин, мне бы ХП немножко поднять. Меня смущает, что у меня очень мало жизни. Давайте одну таблеточку оставим. Знаете что? Повязки давайте все тоже туда вгоним. Шприц первой помощи, это понятно, очень много вещей. Пока что я подчеркну, все вещи лишние перекладываю сюда. Потом, если я правильно понял, мы можем с вами что сделать? Вот что. Правильно. Взять с вами и разрезать их на тряпке. Правильно? Правильно. Мы сейчас очень с вами хорошо одеты. Прям, ну, великолепно, я бы вот так сказал.
Так, еду мы сейчас приготовим. Мы нашли консервный нож. У нас вообще с вами, ну, на самом-то деле все здорово и прекрасно. Мы вообще с вами молодцы. Так, пойдемте к бабуле. Пойдемте к бабушке. Бабушка сидит, чекерит. Так, здесь все у нас сушится. Бабуля, слушай. У меня вопрос. Готовить мы не можем. Как нам быть с сардинами? Вот самый главный вопрос сегодняшнего дня. Как их съесть, чтоб не травануться? Вот как? Никто не знает. Хорошо. Большой вопрос для маленькой компании. Не знаю я, братцы, как их... Понимаешь? Вопрос, конечно. Банка рыбных консервов. И эта банка, но у этой 33 в что-то процента. Но не написано, что это отравлено или там что-то там типа. То есть ты можешь травануться, я так понимаю. Чем хуже состояние, ты можешь как бы отравиться. Но не факт. Вот так вот. Угу. Я предлагаю плоды шиповника забодяжить. Да, интересно, конечно. Ткани у нас немерено. Давайте-ка мы чуть-чуть тряпку переработаем. И сейчас пойдем спать. Ну, что, пойдемте отсыпаться. Мне вот интересно, а вот спичку я могу зажечь? Просто на будущее. Понял. Понял, все. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Так, 8 часов. Давайте щеманемся 8, да? Так. Вода. Что ж он так за ночь пить, что ли, хочет прям? Буквально 2 часа еще ему хватит. Нужно в банк. Все, светает. Ну. О! Нормально. Так. Так, здесь все чики-брики. Так. Здесь все хорошо. Шкурки сушатся. Кишки сушатся. Все сушится. Вопрос. Как привести нашу одежду в надлежащий вид? Ремонт. Ага. Но такой вопрос. Вот я сейчас буду ремонтировать, а вдруг я лучше найду? А вдруг я лучше найду куртку? И чё? И все. Самара. Вот так вот. Вот и думай. Как здесь правильно сделать. Понимаешь?
Что у нас в самом плохом состоянии? Конечно же, парка Маккензи. Но она, зараза, хорошая. Характеристики у нее, мама, не горюй. Свитер. Штаны вообще разбитые просто в хлам. Но термобелье лучше, чем что-либо. Ну что, взять, шизануть? Зашить куртку? Или не зашить? Вопрос. Прям вот вопрос номер 1. Так, холодильник. Поехали. Сардины. Собачья еда. Надо понять, как вот эту шляпу готовить. Понятия не имею. По идее, я подчеркну, готовится так же, как обычный чай. Но здесь его нет. Вот это меня прям настораживает. И кофе, по идее, также готовится. То есть котелок. Дай попробуем. Я где-то видел котелок. Так. Use this. А ну-ка, пойдем-ка. Чай из шиповника. Ждем. Пока возьму. Так. Готовить. Еще один чай из шиповника. Сразу все перерабатываем. Готовый, да? Взял. Подожди. Что-то не то делаю. Так, подожди, котелок. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, травяной чай. Готовить. 10 минут. Подождать. 110 калорий. И вот сердечко, вот этот крестик, я думаю, он мне, наверное, и ХП поднимет. Выпил. Ой, ты мой хороший, а! Ой, ты мой хороший. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождать. Взять. У-у-у. Кофе. Вот оно, где спасение наше. Вот оно, наше спасение с вами. Теперь все вот это, ведь это тоже имеет свой этот. Все вот это мы с вами что делаем? Правильно, ныкаем. Чашка кофе. Это за... Дай туда, к бабке. Воду, да, надо? Угу. Мы сейчас с тобой все это переработаем. Как в холодос забубеним. Знаешь, что надо сделать? Надо котелок. Сколько же в котелок? 2 литра воды можно. Ничего, ничего, ничего. Говорил, надо было с туалетов набирать, а ты мне что? Нет, нет.
Надо было с туалета копнуть, там питьевая была. Эх. Так, дальше перерабатываем. Так, главное ничего не перепутать, чтобы не заруинить. Это столько, это же несколько, получается, пакетов, да, мы готовим. Это же несколько заходов. Представляешь, сколько это? Их там, по-моему, по 5 пакетиков, да? Тараканим. Все в холодос. Все в холодос. 2000 уже. Я так понимаю, это калорий, да, наверное? На 2000 калорий уже с тобой натараканили. Надо из туалета обязательно копнуть. Копнуть срочно надо. Да, вот я же говорил, видите, уменьшаются количество кружек. Так, а ну-ка. Дайте-ка мы с тобой сейчас... Так. Процесс идет. Так. Погоди. Во. Так, давай вот этот кофе переработаем. Знаешь что? На всякий пожарный. Его осталось немножко. Как раз сбегаем с тобой до этого. Все, по-моему, вот это тот крайний. Уж там кофе-то. А, все. Ну и ладно. Я сейчас просто возьму, вот так вот поставлю. Пусть стоит, топится. Мы с тобой пока пойдем. Бабка, если что, снимет, наверное. Так. Погнали. Я счастлив. Я счастлив. Ты меня спросишь, почему? А я тебе отвечу, потому что. Во-первых, потому что мы с тобой идем куда? Правильно. В этот. Вот смотри, даже на ветродуе у нас 2 деленица всего с вами падает. Всего 2 деленица. И на этой прекрасной ноте мы с вами эту серию, пожалуй, закончим. Да. Оказывается, все не так уж и просто. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай прожать колокольчик, оповещения обо всех стримах ты найдешь в телеграм-канале Heart Insight. Заходи, подписывайся, все подробные ссылки я снизу в описании. Удачи всем, ребят, берегите себя.